Техника Sweet Lips появилась из ниоткуда. Каждый штрих я накладываю близко друг к другу. Чем тоньше игла, тем больше пигмента у нас имплантируется в кожу. Очень важно во время процедуры сохранять угол 90 градусов. Обязательно нужно хорошо прокрашивать приконтурное пространство. Губы становятся бархатными, невероятно красивыми. Очень крутой заживший результат. Всем привет! Меня зовут Зоя Чернавина, и сегодня я покажу вам перманентный макияж губ в моей технике Sweet Lips на канале Hanafi Color Pigments. Зоя Чернавина – настоящий маэстро перманентного макияжа, создатель уникальной авторской техники Sweet Lips. Многократно выступала в качестве спикера и судьи на международных конгрессах и чемпионатах по перманентному макияжу, таких как Wall of Russia, Permanent Evolution, Interpermanent, Конгресс Beauty Adrenaline. В 2021 году становилась чемпионкой на самом масштабном и престижном мероприятии среди мастеров Interpermanent, героем многочисленных интервью в крупных интернет-изданиях. В настоящий момент проживает и работает в Ставрополе, а также Москве и США. В данном видео Зоя поделится секретами своего мастерства, как сделать перманентный макияж губ всего за 2 прохода и со 100% остатком пигмента. Давайте начнем. Предварительно я нарисовала эскиз, используя консилер Dior номер 1,5 натуральный и плоскую кисть. В первую очередь мне нужно зафиксировать эскиз. Я накладываю штрих на штрих, постепенно формируя тонкую линию. Теперь нам нужно проверить линию эскиза. Для нашей модели я выбрала микс из 3 цветов: номер 9, номер 6 и номер 7. Шестерка с семеркой, они более ягодные, они придадут сочности нашим губам. И девятка, нежный бежевый, он немножечко смягчит цвет, чтобы губы смотрелись более натурально. В свой микс я также добавила разбавитель. Техника Sweet Lips появилась из ниоткуда. Я очень много ездила по разным мастер-классам, покупала онлайны и по частичкам, по крупичкам собирала какие-то фишечки, после чего поймала тот самый идеальный свой штрих, благодаря которому губы становятся бархатными, невероятно красивыми и, как следствие, очень крутой заживший результат. Я работаю достаточно поверхностно. Первый проход я делаю достаточно плотный. Как только я ловлю сцепление с кожей, то есть все, я останавливаюсь на этой глубине. И дальше я никуда не иду, не заглубляюсь. Все очень легко, воздушно. Работаю я маленькими блоками. Сначала я прорабатываю хорошо уголки губ. И далее я стираю и проверяю, насколько хорошо у меня уложился цвет. Если нужно еще, я еще раз делаю проход, добавляю яркости, плотности цвета. Я работаю короткими штрихами. Первый проход длиной 3-5 мм. Каждый штрих близко друг к другу, только внутри кожи. Я очень люблю ездить на чемпионаты. И хочу сказать, что каждый чемпионат дает намного больше возможностей. И на каждом чемпионате ты намного сильнее прокачиваешь свои навыки, чем на каком-либо мастер-классе. Ты смотришь, как работают другие мастера. Очень важно, когда другие мастера, более опытные, более известные, оценивают твою работу, оставляют комментарии. Всегда понимаешь, что есть куда расти. И если ты проигрываешь, не занимаешь никакого призового места, то все равно это так тебя раззадоривает, и ты хочешь сделать еще круче, еще лучше, и приехать в следующий раз и обязательно победить. Однажды я приехала на чемпионат, на Интерперманент, это было в позапрошлом, в 2020 году, и сломала ногу просто за 2 дня до чемпионата. Но меня это не остановило.
Я все равно туда пришла. Проиграла, я не заняла ни одного призового места, но дала себе слово, что я отточу свою технику до идеала, приеду в следующем году и обязательно выиграю. И я свое слово сдержала. Я приехала в 2021 году, вернулась на Интерперманент и заняла сразу 2 первых места на пигментах Ханефи в номинации «Профи губы» и «Профи брови». Теперь я перехожу к нижней губе. И работаю так же, как и на верхней. Первый проход я работаю внутри кожи короткими штрихами, но достаточно поверхностно. Каждый штрих я накладываю близко друг к другу. А второй проход я работаю более разряженными штрихами. Это позволяет создать более бархатную текстуру. Как мы видим, процедура проходит достаточно безболезненно, практически отсутствует отек. Когда я делаю перманентный макияж губ, я использую в работе иглы только единички, либо 0,30 диаметр, либо 0,35. В данном случае у нас 35 иголочка, потому что чем тоньше игла, тем больше пигмента у нас имплантируется в кожу. И так как губы у нашей модели достаточно объемные, я выбрала 35-ю иглу, чтобы у нас было достаточно быстрое заполнение. Во время процедуры я наношу на губы немного вазелина. Это позволяет их делать более мягкими. Обязательно нужно хорошо прокрашивать приконтурное пространство. Также возле контура мы должны работать очень аккуратно и нежно. Теперь я перехожу обратно к верхней губе и штрихи делаю уже более длинными, более разряженными. Также работаю блоками. Иду вниз и вверх. Делаю я это для того, чтобы получить бархатную текстуру. Очень важно во время процедуры сохранять угол 90 градусов. На втором проходе мы работаем очень поверхностно, очень мягко. Я работаю на машинке Xion S. Мне нравится эта машинка тем, что здесь можно менять эксцентрики. Вообще на губах я предпочитаю эксцентрик 2,5. Это позволяет работать достаточно атравматично, как на короткоходном оборудовании. Блок у меня Critical, скорость на губах 4,5. На верхней губе также. В конце уже проверяем приконтурное пространство, чтобы оно было хорошо заполнено, чтобы окончательный заживший результат нас радовал. Верхняя губа у нас готова, и нанесу немного вазелина. Сейчас завершим нижнюю губу. Ну что, мы закончили нашу процедуру перманентного макияжа губ. Я считаю, что у нас получились очень красивые губки на пигментах Ханефи. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Пока-пока.